Простого мужчину выгнали из дорогого магазина, но через время к нему подъехал черный внедорожник, и случилось то, что никто не ожидал. Утро в лондонском районе Мейфэр начиналось с мягкого солнечного света, ложившегося золотистым отблеском на старинную мостовую. По одной из улиц неторопливо шел Эдвард Харпер. Мужчина 47 лет с легкой сединой на висках, аккуратно уложенными темными волосами и спокойной уверенностью в осанке. Его повседневный наряд — простая темно-синяя футболка, серые брюки чинос и удобные кроссовки — говорил об одном. Ему был важен комфорт, а не показная роскошь. Несмотря на доступ к богатству и привилегиям, он никогда не стремился выставлять это на показ. День был особенным. Приближался день рождения его жены, Александры, женщины влиятельной, уважаемой в благотворительных и культурных кругах Лондона. За 18 лет брака Эдвард хорошо усвоил: лучший подарок не тот, что стоит дорого, а тот, в который вложены внимание и смысл. Внимание Эдварда привлекли редкие винтажные запонки 1950-х годов в бутике Maison du Mas, известном своими уникальными предметами и безупречным вкусом. Эти запонки отличались не только тонкой работой, но и историей, которая непременно бы понравилась Александре. Он сверился со временем. Было 10:30 утра, до встречи с женой оставалось 1,5 часа. Этого было достаточно, чтобы купить подарок и подготовить его к вручению. Эдвард остановился перед витриной бутика, разглядывая экспонаты, расположенные под светом хрустальных люстр. Он вошел внутрь, едва звякнул колокольчик на двери. Никто из персонала не обратил на него внимания. Направившись к витрине, он остановился перед запонками, заранее замеченными им. Это была редкость, ограниченный выпуск, 1 из 7 экземпляров. Он хотел приобрести их немедленно, не откладывая. Однако продавец, заметив повседневную одежду Эдварда, сдержанно, но с заметным скепсисом предложил ему взглянуть на более доступные модели. Эдвард настаивал на выбранном комплекте, но отношение персонала становилось все более отчужденным. Продавец с неохотой открыл витрину, словно опасаясь, что Эдвард может что-то повредить или украсть. Запонки были продемонстрированы, но сопровождающее их поведение продавца ясно говорило: покупатель здесь не в почете. Вскоре вмешался управляющий бутиком. Высокий мужчина с идеально выверенной внешностью и именем Филипп Ремингтон. Он подошел с наигранной вежливостью, но быстро дал понять, что не считает Эдварда серьезным клиентом. Под предлогом политики проверки платежеспособности он потребовал предъявить доказательства финансовых возможностей. То, как он произносил слова, излучало недоверие и снисходительность. Когда Эдвард объяснил, что предпочел не носить с собой платежные средства в прогулке и просто хотел купить подарок для жены, упоминание о супруге только усугубило предвзятое отношение. Управляющий сделал вывод, что перед ним очередной человек, выдумывающий богатого партнера, чтобы произвести впечатление. Давление усилилось, и, наконец, Эдварду прямо указали на дверь. Отказавшись предоставить возможность покупки, персонал фактически вытолкнул его за пределы бутика, сопроводив это унизительным комментарием о несоответствии уровню заведения. На улице, под ярким лондонским солнцем, Эдвард остался стоять на тротуаре, переваривая произошедшее. Его внутреннее достоинство не позволяло устроить сцену, но ощущение унижения было острым. Он взглянул на часы. До встречи с Александрой оставалось около 20 минут. В этот момент из бутика вышла женщина, известная актриса, присутствовавшая при инциденте. Она выразила сочувствие, заметив, как несправедливо с ним обошлись. Это напоминание о чужом взгляде со стороны лишь подчеркнуло абсурдность ситуации. Тем временем Александра Харпер заканчивала одну из своих рабочих встреч и направлялась на обед с мужем. В 12 часов ее автомобиль, черный Rolls-Royce, остановился у бутика.
Эдвард встретил ее на тротуаре, не говоря лишнего. Они обменялись взглядами, и Александра, обладая тонким чутьем, сразу поняла, что произошло что-то значимое. Едва услышав о ситуации, она предложила зайти вместе. Однако Эдвард настоял. Он разберется сам. Он вошел в бутик с решительной осанкой. За ним следом вошла Александра. Их появление моментально изменило атмосферу. Управляющий, еще недавно насмехавшийся над псевдопокупателем, узнал пару. Эдвард Харпер, муж влиятельной женщины, сам по себе фигура, заметная в бизнес-среде. Александра Харпер, известная личность, меценат, почетный член нескольких культурных советов. Узнавание пришло быстро, как и осознание, ошиблись. Филипп начал оправдываться, но Эдвард остановил его. Он не требовал особого отношения, но напомнил, что уважение не должно зависеть от внешнего вида. То, что произошло, было следствием высокомерия и предвзятых суждений. Он указал на витрину, подтвердив, что хотел купить именно те запонки, но уже теперь вопрос был не в покупке. Александра встала рядом с мужем, сдержанно, но властно. Суть была ясна. В этом месте не просто отказали клиенту, здесь оскорбили достоинство человека. Эдвард дал понять, что публичное освещение ситуации — дело времени. Влияние Харперов простиралось далеко за пределы одного бутика. Их фонды, связи и влияние охватывали бренды, владельцы которых напрямую сотрудничали с бутиком Maison Dumas. Под давлением обстоятельств и страха перед репутационным ущербом управляющий принес извинения. Эдвард, сохранив хладнокровие, принял их не из чувства победы, а в знак завершенности ситуации. Он больше не собирался ничего доказывать. Запонки были упакованы, и супруги покинули бутик. Теперь уже не как случайные прохожие, а как те, кого в будущем будут узнавать с порога. На выходе Эдвард задержался на мгновение, бросив взгляд на витрину. Он ничего не сказал. Но те, кто наблюдал, поняли. Этот день бутик Maison Dumas запомнит надолго. Не как день высокой продажи, а как день, когда судили по одежде, а не по человеку. И ошиблись. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.